Друзья, приветствую вас на моем канале, на котором я хотел бы поделиться с вами тонкостями и важными моментами по инкубаторостроению, которые нужно учитывать при производстве или покупке инкубатора. Сегодня я снимаю первое обзорное видео. В дальнейшем также будет ряд роликов, посвященных всем элементам инкубатора. Я не буду показывать, как я сверлил, пилил и прикручивал. Любой технически подкованный человек с этим разберется сам. Я лишь покажу и расскажу вам о моих исполнениях тех или иных моментов. В интернете есть много роликов с подробными объяснениями, которым вы можете воспользоваться. Рекомендую, например, канал Мини-фермер. Там ребята отлично все объясняют. Коротко о себе. На протяжении нескольких лет я занимался инкубацией яиц и выращиванием птицы в относительно больших объемах. И с этой темой знаком не понаслышке. Работать приходилось на различном оборудовании, в основном кустарном, которое приходилось постоянно усовершенствовать и дорабатывать. Вот я и решил создать инкубатор, применив свой опыт и знания в этой области. Итак, я хочу предоставить вашему вниманию инкубатор, созданный мною из холодильника со стеклянной дверью. Я решил воспользоваться идеей с холодильником, чтобы не заморачиваться с изготовлением корпуса для инкубатора. А также корпус холодильника качественно изготовлен, он теплоизолирован, герметичен и стабилен, что и требуется для инкубатора. Ну и заводское изготовление, сами понимаете, есть заводское изготовление. Итак, у меня был холодильник с внутренними размерами, высота 146, ширина 60, глубина 48 сантиметров. Также было место внизу 30 сантиметров, которое осталось неиспользованным, и место сверху 15 сантиметров, где я разместил всю электронику. Ну и что же у меня получилось? Получилось, я считаю, все здорово. Первое. Мне удалось создать инкубатор с отличной циркуляцией внутреннего воздуха, благодаря чему добиться одинаковой температуры воздуха как вверху, так и внизу инкубатора. Второе. Сделать съемный механизм переворота яиц, что позволяет использовать данный инкубатор как основной, так и выводной. А также это значительно облегчает процесс уборки инкубатора после инкубации. Третье. В этом инкубаторе установлена дополнительная, я бы сказал, очень нужная и важная электроника для снятия показаний температуры с яйца, которая управляет основным контроллером и предохраняет яйца от перегрева в тот период, когда яйца начинают сами вырабатывать тепло. Четвертое. Это вместимость. 500-550 куриных яиц, в зависимости от размера яйца. Пятое. Экономичность. Максимальное потребление в режиме нагрева яиц, когда работают два нагревателя, составляет 650 Вт. В обычном режиме поддержки температуры, когда работает один нагреватель, 370 Вт. Все остальное время инкубатор потребляет 85 Вт в час. Но об этом всем подробно мы поговорим в следующих роликах. Также коснемся вопроса стоимости изготовления. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить дальнейшие ролики. Ну и на этом я буду заканчивать этот ролик. Надеюсь, он был познавательным для вас. Благодарю всех за внимание. Желаю всем мира, добра и процветания.